Друзья, привет! По старой доброй традиции, один раз в год я выпускаю обновление шаблонов или новый шаблон. Этот год не стал исключением. В этот раз я расскажу про вторую версию шаблона Live. Шаблон основан на методологии GTD Дэвида Аллена. Это одна из самых популярных, если не самая популярная и, возможно, не популярная, а известная из методологий. Если вы хоть раз искали способы, пытались упорядочить свои задачи и проекты, и дела, заметки, то наверняка слышали об этом. Но мало кто знает, что Дэвид Аллен сформировал также шестиуровневую модель обзора работ. По сути, если вникнуть в эту шестиуровневую модель, это те самые цели. От каких-то жизненных целей до месячных. В моем шаблоне также это реализовано, и сейчас шаг за шагом пройдем от и до. Начнем мы, конечно же, с методологии GTD, управления делами и задачами, и начнем, наверное, с самых его первых пунктов и азов. Сама методология GTD состоит из 5 таких больших направлений, больших зон работы с информацией. Это сбор, уточнение, упорядочивание, обзор этой информации и непосредственно действие. Сейчас все по порядку разберем и как они реализованы в шаблоне, как их можно сделать. Первое, самое главное, это сбор. То есть все, что у вас есть в голове, все, что вам приходит, сохранить какую-то ссылку. Пришла идея, нужно записать заметку. Просто задача, которую нужно сделать когда-то. Задача, которую нужно сделать к определенному сроку. Все, что у вас есть в голове, это может быть файл, который вам прислали, на всякий случай вы хотите сохранить и пометить, что с ним нужно сделать. Вы просто выгружаете и оставляете голову свободную для того, чтобы вы могли использовать ее для созидания, а не хранения вот этой самой информации. Для того, чтобы сохранить, есть несколько способов. И здесь, как мне кажется, вас поджидает первая проблема, первый сюрприз. А куда же это все сохранять, как это хранить, так, чтобы это не потерялось? Потому что у каждого в телефоне есть заметки, есть напоминания, есть приложения календари. И в моменте, когда вы хотите что-то зафиксировать, каждый раз происходит небольшая когнитивная нагрузка. А куда сложить эту информацию, чтобы она точно не потерялась, чтобы ее можно было легко найти, и потом ее действительно можно было сделать. Возможно, поэтому многие и не ведут планировщики или не ведут какие-то базы данных, потому что каждый раз нужно выбрать новый инструмент. Именно поэтому я разработал Telegram-бот. Видео, как работает Telegram-бот, у меня есть на канале, это мое предыдущее видео. Я оставлю ссылку в описании на это видео или здесь где-то вверху оно появится. Бот, который автоматизирует этот процесс. То есть это Telegram-бот, который непосредственно подключается к шаблону Notion. Для работы Telegram-бота не требуется никакие средства обхода блокировок. Все работает прямо на вашем устройстве, VPN держать не нужно включенным. Более того, бот и этот шаблон, они создавались друг для друга. То есть полностью все функции, возможности, автоматизации, которые зашиты в боте, они изначально подразумевались для того, чтобы использовать именно с этой версии шаблона. Соответственно, когда вы в бот отправляете любую информацию, то есть если это короткая заметка, она падает сюда в инбокс. Что-то нужно, например, сделать. Если это короткая заметка, но вы упоминаете там какую-то дату, например, завтра, послезавтра, в следующую пятницу, через неделю, следующим летом и так далее, бот корректно распознает эти даты и складывает это сразу в календарь. То есть у вас есть какой-то календарь, какие-то задачи, попадает эта задача с упоминанием даты именно туда, куда вы сказали. Если это какая-то заметка, то есть много текста, да, вы надиктовали, вам пришла какая-то идея, вы хотите просто ее зафиксировать, особенно если вы работаете где-то в творческой нише, например, там дизайнер, дизайн, да, или маркетинг, например, когда, в принципе, суть вашей работы — это генерировать идеи, создавать какой-то новый интересный контент, или, может быть, вы пишете тексты, да. Соответственно, когда приходит идея, вы в моменте запустили бот, включили запись голоса прямо в Телеграме, можно и текстом тоже можно, более того, можно писать текстом, можно переслать в бот сообщения из других чатов. Например, когда вас приглашают на какой-то вебинар, и вы хотите это положить в календарь, вам не обязательно это вручную переносить. Вы можете переслать сообщение, где есть упоминание даты этого вебинара, и задача создастся в Notion именно в этот день. Так вот, возвращаемся к большим заметкам. Вы можете надиктовать абсолютно большую заметку, сколько угодно слов, голосом, не прерываясь, не думая, о чем говорить. Можно экать, бэкать, мэкать. Это бот, все слова-паразиты он уберет. Более того, он поймет, что это заметка. Он создаст понятный заголовок, по которому вы будете понимать, что в этой заметке.
и сгенерирует или выберет из готовых тегов какие-то теги, чтобы вам можно было удобнее потом с этим работать, сортировать, фильтровать, упорядочивать эти заметки. Так вот, когда вы говорите большую заметку, она сразу попадает в область заметок. Да? То есть, если мы откроем журнал, где есть заметки, где есть дневник, опять же, сортировка, допустим, по тематике и по тегам, то при работе бота именно с этим шаблоном большие заметки сразу попадают в заметки, небольшие заметки попадают в инбокс, небольшие заметки, в которых есть упоминание даты, попадают сразу в нужный день. Поэтому проблему выбора, куда записывать, она моментально решается просто наличием Telegram-бота. Повторюсь, этот Telegram-бот бесплатный, подключается к вашему Notion в один клик, нажимаете кнопку, проходите нативную авторизацию от Notion, выдаете доступ, и автоматически бот знает, где какая база, где какая таблица, вам не нужно ничего дополнительно проводить настройки. Далее, когда вы собрали всю информацию, наступают следующие шаги. Это уточнение и упорядочивание. В моем шаблоне эти оба шага, они, скорее всего, будут делаться за одно действие, потому что по методологии уточнение – это когда вы в моменте сначала решаете все, что у вас есть в инбоксе, что это задача, или это ресурс, или это заметка, или это вообще не нужно делать и это нужно выкинуть. Соответственно, это целый отдельный шаг, но я предлагаю его совмещать вместе со следующим шагом. Как здесь может работать? Что-то вы здесь надиктовали, и вы понимаете, что, допустим, это задача, которая будет относиться к какому-то из проектов, которые у вас уже созданы. Вы таким образом можете открыть проект, вы понимаете, что эта задача из инбокса, она относится к этому проекту. Вы просто ее сюда перетягиваете в область задач, и она уже здесь. То есть вы инбокс таким образом рассортировываете по разным проектам. Допустим, эта задача не относится к какому-либо проекту. Вы не знали, когда вы ее хотите сделать, но потом узнали. То есть вы хотите запланировать ее на какой-то конкретный определенный день. Переходите на вкладку «Календарь», листаете до нужной даты и просто сюда перетягиваете. Все, эту задачу буду делать, вот, допустим, в этот день. И когда наступит 23 декабря, на вкладке «Сегодня», вот здесь, вот в этой области, вы увидите ту самую задачу, вот эту. Она будет здесь, потому что вы ее ранее на этот день запланировали. Если вы не знаете, когда вы ее хотите делать, это так называемые задачи без срока. То есть их нужно сделать, но вы не знаете, когда. Рано или поздно вы к ним дойдете. Поэтому для таких задач есть отдельное хранилище, оно называется «Когда-то». То есть вроде бы это что-то нужно сделать, срока нет. К этим задачам я предлагаю, и сам Дэвид Аллен, собственно говоря, предлагает возвращаться, когда все основные запланированные задачи вы сделали, у вас есть какое-то свободное время, вы хотите приблизить себя, допустим, к своим целям, выполнить больше задач, и поэтому вы можете следующие задачи, если вы здесь все выполнили, взять уже из этого списка ту, которая понравится. Допустим, так получилось, что вы насобирали в течение дня, например, какое-то количество информации, которую нужно разобрать, и не можете ее определить. Назначить ее на сегодня, на будущее, какой-то проект положить, или это вообще заметка, или может быть это вообще название фильма или товара, который вы хотели бы потом к нему вернуться и с ним поработать, так называемые ресурсы. И тогда вы нажимаете кнопку «Развернуть инбокс», открывается отдельная страница, как раз таки распределение этой входящей информации. По любым причинам, если там на дашборде у вас не получилось, неудобно, вы не захотели, или там нет области, куда эту информацию нужно разместить. Например, если это название фильма, который вы хотите когда-то посмотреть, вы просто это перекидываете в фильмы. Если это какой-то товар, который вы хотели бы купить, например, на маркетплейсе код вы увидели где-то и захотели сохранить, пожалуйста, вы можете это сохранить, допустим, в электронику, если это какое-то электронное устройство. Также есть, допустим, раздел ссылками, места. Эти разделы можете добавлять какие угодно. То есть вы чем-то занимаетесь, вязанием, и хотите собирать какие-то модели нити или крючков. Вы здесь можете сделать абсолютно разную группировку. И когда вам попадаются в интернете классные варианты новых крючков, которые вы хотели бы приобрести, вы их сюда складываете, и потом в моменте, когда вы думаете, а что же у меня там есть из крючков, я хочу себе на день рождения выбрать классный набор, вы идете именно в эту категорию, открываете и видите все, что вы ранее сохраняли. Если это заметка, которая автоматически не сложилась в заметке, так бывает, когда она небольшой длины.
То есть заметками считается что-то длиннее 40 слов. С помощью нейросетей и некоторых исследований я вывел эту цифру в 40 слов. Когда вы говорите больше 40 слов, это уже напоминает среднюю такую заметку, идею, мысль. Если меньше, это попадает просто в инбокс и не считается заметкой. Но может так случиться, что вам пришла идея, вы ее быстро зафиксировали, но хотите потом ее развить, это все-таки заметка, вы с ней будете работать. Тогда вы отсюда просто перетягиваете это в раздел последних заметок. Также здесь удобно, что можно сразу отсюда перейти в соответствующий раздел. То есть вы накидали какие-то ссылки, например, фильмы, еще что-то. Во-первых, можно отсюда перейти и посмотреть список фильмов. Можно перейти сразу во все ресурсы. И тут видно, что есть часть ресурсов, название, категория, описание, ссылка на этот ресурс и так далее. И те самые категории. Если вы создавали вот новый раздел с электроникой, открываете, здесь уже есть список из тех записей, которые вы положили в эту категорию. Фильмы, пожалуйста, есть фильмы. А здесь, вот в этой области, будут находиться просто все ресурсы вот таким огромным списком. То есть вы можете открыть отдельную категорию и почитать, например, про какие-то ресурсы из этой отдельной категории. Можете все посмотреть и, допустим, отфильтровать. Далее, через нашу очень крутую навигацию возвращаемся на дашборд. Мы можем еще раз открыть инбокс, вернуться сюда. Если вы хотите прямо отсюда после распределения сразу перейти в заметки, чтобы работать с заметками, да, есть тоже также удобная кнопка. Переходите с заметками, вот они все ваши заметки, открываете и работаете. Если к заметкам были теги, здесь они также будут. Чтобы вернуться сразу на главный экран, да, на дашборд, сразу есть удобная кнопка «Вернуться на дашборд». И снова мы здесь. И если вы работаете в сфере маркетинга или создания контента, в этом шаблоне также есть отдельно контент-хаб. И если какая-то из этих заметок, это оказалась просто идея для контента, который вы хотите снять. Там написать пост, статью, снять, может быть, видеоролик вертикального формата. И вы это зафиксировали сначала через бот или через быструю команду, оно упало во входящее, эта идея, но вы дальше хотите из этого сделать уже единицы контента, то вы без проблем можете сюда перекидывать. И таким образом мы разбираем наш инбокс, и он становится нулевым. Да? То есть у нас с вами должна быть нетерпимость к заполненному инбоксу. Все, что есть, все должно быть разобрано. Это у нас был, получается, второй и третий пункты. Это обработка и упорядочивание. То есть все, что вы наговорили, написали, все, что у вас здесь сохранилось, все это теперь разложено на своих местах, в нужных датах, в нужных календарях и так далее. Далее, четвертый шаг, это по методологии HTTD, это обзор, да, там, или ревью. То есть это постоянный обзор вашего состояния, что у вас происходит. Для этого как раз таки и создан вот этот дашборд, вот этот первый экран, на котором вы видите все. Здесь есть отдельная большая зона фокус месяца. Это те цели, микроцели месячные, которые вытекли, допустим, из годовых, и вы хотите их видеть всегда на экране, как-то контролировать, например, прибавлять им прогресс, если вы чувствуете, что вы к этой цели подходите. И каждый раз, открывая шаблон вот в таком виде, вы понимаете, ага, вообще-то я стремлюсь к вот этим двум целям, и какие задачи у меня здесь для этого есть, что я могу еще делать. Далее, здесь есть область с задачами. На закладку «Сегодня» попадают задачи, которые вам нужно делать сегодня. Задачи, которые нужно делать сегодня, это все задачи, у которых сегодняшний день попадает в их промежуток дат. То есть у нас сегодня 25 число, значит 25 число попадает в промежуток с 24 по 30. И вот эта задача будет с 24 по 30 висеть здесь каждый день как напоминание о том, что нужно ее делать. Если какая-то задача у вас назначена только на сегодня, задача на сегодня, вот так вот ее сделаем, то здесь будет пометка весь день, да, то есть это просто задача, которую нужно делать сегодня весь день, у нее нет там вчерашнего, завтрашнего или каких-то будущих дат, просто вы определили, что нужно ее делать. Вот это время затраченное на эту задачу. Если вы хотите дополнительно указать время, то мы здесь, допустим, задача со временем, и, например, у вас какая-то встреча. Давайте сделаем встреча. Вот. И тогда мы видим, что у вас эта задача, она с 16 до 17.
То есть есть задачи на весь день сегодняшний, есть задачи сегодня, но в определенное время, и есть другие задачи, у которых длительность. При этом здесь еще есть умная сортировка, то есть задачи со временем будут упорядочены по этому времени, то есть чем раньше в дне, тем выше. Задачи на весь день будут потом идти, и потом задачи, которые идут несколько дней. Также у задачки есть приоритет. Я отошел от названия приоритета высокий, средний. У меня теперь есть нулевой приоритет. Это задача высшего уровня, ничего выше не может быть. И задача первого, второго уровня. И, например, если мы назначаем приоритет здесь высшего уровня, она становится красной. Вы ее всегда видите, она заметна. Вам нужно обратить на это внимание. А при этом автоматизация настроена так, что у вас не может быть две задачи наивысшего уровня. Если мы говорим про наивысший уровень, который нужно прямо делать сейчас, то это только может быть одна задача. Если вы решаете, что вот эта задача становится приоритетом номер 0 и ничего не может быть, тогда вы назначаете приоритет, ждете сработку автоматизации, эта задача становится красной нулевым приоритетом, а задача, которая была до этого, с нулевым приоритетом красной, она становится с первым приоритетом, то есть на один уровень становится ниже, и потом уже все остальные. Это если вы работаете с приоритизацией задач. Также здесь есть закладка «Просроченные». Просроченные можно посмотреть как вот и на этом виджете. Здесь есть сколько задач выполнено сегодня, сколько вы затратили время. То есть, например, это важная задача, вы хотите над ней работать, вы запускаете таймер, и здесь будет видно, что вы над этой задачей поработали. То есть запустили таймер. Когда таймер запускается, сама строчка с этой задачей, с запущенным таймером, она становится вверху, независимо от того, какой у нее срок. Это для того, чтобы вы видели, какая задача сейчас именно с запущенным таймером. Плюс вся эта карточка, вся эта область также становится синей. Цвет, если что, можно будет поменять, если вы любите там зеленый, розовый, желтый, какой угодно. Синий, мне кажется, отлично демонстрирует то, что, допустим, сейчас таймер запущен. Как только вы с этой задачей поработали, какое-то время прошло, вы нажимаете здесь Escape, кнопки все подписаны на русском языке, остановить таймер, все, таймер останавливается, вы с этой задачей поработали. Вот вы работали ровно 1 минуту. Далее, тут же у нас есть наши проекты, то есть мы видим все проекты, которые у нас есть. У этих проектов есть area, то есть области жизни, они здесь находятся. Да? Вы можете создать какие-то области, клиентские проекты, здоровье, если занимаетесь здоровьем, и в рамках занятия здоровьем у вас есть несколько проектов или целей. Например, вы чему-то учитесь, и в рамках этого обучения каждый, допустим, курс или каждая программа или там еще что-то объединяющее может быть отдельным проектом, где вы храните занятия, лекции, конспекты. Соответственно, каждый проект, который вы создаете, он может быть в рамках какой-то вашей сферы жизни. А может быть и нет. Это абсолютно не обязательно. И у проектов точно так же есть таймер. Например, когда вы хотите поработать над каким-то проектом, вот обучающий курс. Внутри него, допустим, у вас нет задач, которые вы можете вывести на сегодняшний день и их трекать. Вы просто обучающий курс, вам нужно поделать домашку. Вот сейчас вы поняли, нам задали домашку. Вы также нажимаете здесь кнопочку «Старт сессии». Здесь появляется значок о том, что запущен таймер для этого проекта. В области задач появляется задача, сессия работы с датой, и мы видим, что по этому проекту, да, то есть вот у нас есть проект, обучающий курс, и по этому проекту у нас есть сессия работы как задача. И также мы видим, что таймер тоже подсвечивается синим. Задачу я здесь не подсвечиваю синим, потому что это техническая задача. Нам главное важно понимать, что у нас запущен сейчас таймер по этому проекту. Как только вы пообучались, поделали домашку, пошли на лекцию, просто засекли это время, которое вы тратили на этот проект, вы точно так же нажимаете Escape, и в этот момент дополнительно открывается сразу окно, где вам желательно бы записать результат этой сессии. Почему это важно? Потому что когда у вас есть отдельная задача, которая называется, например, делать домашку вот такую-то, вы сделали, закрыли эту задачу, и все. Потом вы понимаете, что вы делали такую домашку. Но когда вы запускаете просто сессию работы по этому проекту, хорошо бы зафиксировать, а что вы сделали, чтобы потом не запутались. Если не записать результат, у вас внутри проекта будет просто сессия работы с проектом, а что вы делали в рамках этих сессий, будет немножечко непонятно. Поэтому здесь вот нужно написать там изучил функцию. И вы будете знать. Все, это техническая задача здесь нет. Соответственно, если мы зайдем в этот проект,
Давайте раскроем его на весь экран. И перейдем на выполненные задачи, на закладку. То есть у нас в области задач у нас есть актуальные задачи, которые еще не выполнены или, например, в работе в том или ином виде, а также есть выполненные задачи. Мы увидим, что у нас вот наша сессия работы от сегодняшней даты, и вот он результат. И таким образом, просто запуская сессии работы с каким-то проектом, фиксируя результат, вы можете посмотреть всю историю, сколько вы времени затратили, когда и что было сделано. Далее у нас область журнала. Напоминаю, что мы все еще разбираем 4-й шаг GTD, это ревью, да, то есть обзор. Самая основная суть – одним взглядом понять все, что у вас происходит. Ваши активные проекты, вы увидели красные надписи, что дедлайн сегодня, дедлайн просрочен, обращайте на это внимание. Есть задачи, которые, допустим, с нулевым приоритетом или с первым приоритетом, которые нужно сделать. Вы можете зайти отдельно в клиентские проекты. Почему я вывел отдельно клиентские проекты? Потому что у каждого из нас так или иначе есть клиенты, особенно если мы работаем на фрилансе. И это та область, которая позволяет нам зарабатывать деньги. Поэтому все, что касается зарабатывания денег, а это все клиентские проекты, я вынес в отдельную вкладку, но вы можете также вынести в отдельную вкладку абсолютно любой набор проектов, отфильтровав просто какие захотите. То есть, если вам важно проекты по здоровью, по хобби, еще там по любой другой нише, вы можете сюда отдельно сделать вкладку, отфильтровать, вынести и смотреть отдельно проекты не в списке всех активных проектов, а только по определенной области. Здесь находятся клиентские проекты. Клиентские проекты представлены немного вот в таком в карточном виде, чтобы здесь была дополнительная информация, сколько затрачено на проект, длительность проекта, кто клиент, допустим, да, и какие-то еще другая техническая информация. И также есть сферы. У сферы есть название, можно сделать фотографию абсолютно любую, красивую какую-то вставить, проекты, которые к этой сфере относятся, и цели, которые к этой сфере относятся. Есть область журнала и трекера настроения, то есть здесь есть дневник, который вы можете открыть и сюда дописывать, что у вас, допустим, происходило в течение дня, можете просто это вот накидывать. При этом он также дополнен технической информацией, это такой же виджет, как на дашборде, видно, что вы сегодня сделали. Почему я его сюда вынес? Когда вы вечером садитесь и хотите записать мысли, что сегодня происходило, у вас видно, что вы потратили на вот такие задачи столько-то времени, выполнена вот такая задача, допустим, осталось просроченной вот этой задачи, и вы ожидаете оплаты вот на такую сумму. Возможно, чтобы отрефлексировать день, вам нужно это записать. И также есть задачи на следующие 14 дней, чтобы вы могли видеть, заполняя вечером, что у вас происходило сегодня, какие-то фиксируя события дня, вы понимаете, что вас ждет дальше. В этой же области находятся избранные заметки и заметки, созданные сегодня. То есть каждый раз, создавая новую заметку, неважно, она попадает сюда из бота, из Telegram-бота, или вы ее перетягиваете отсюда, или создаете прямо здесь, то есть это абсолютно новая заметка, только что созданная. Все заметки сегодняшние и которые находятся в избранном это вот с этой галочкой, они остаются здесь. Это, так сказать, область, в которой можно быстро вернуться, то есть вы работаете с каким-то проектом, постоянно здесь что-то фиксируете, то есть раз написали, два написали, три написали. Вам важно эту заметку всегда открывать и что-то дописывать, да, какую-то еще информацию. Поэтому вы ее сделали избранной, поставили галочку и все время к ней возвращаетесь. У тех заметок, которые были созданы сегодня, но не в избранном, завтра, на следующий день, они пропадут, их не будет. Чтобы на них посмотреть, нужно открыть журнал, и вот они в журнале все будут также заметки. Если вы решили, что какая-то из этих заметок приоритетная, да, а ее должно быть видно, ну, допустим, вот это перестало быть, а вот это вот важна. Вот, если мы вернемся на дашборд, мы увидим, что у нас теперь на одну заметку избранную меньше. Давайте мы вот эту, например, уберем. Все, ее нет в избранном, потому что она не сегодня создавалась. Далее, трекер настроения. Если вам нужно в любых терапевтических целях, неважно, просто вы хотите для себя, работаете ли психологом, может быть, вы просто хотите фиксировать, что вас триггерит, чтобы понимать, как в целом проходят ваши дни, что влияет на ваше настроение. Вы можете здесь также фиксировать ваше настроение. Например, создаете новую запись, говорите: у меня сегодня отличное настроение, и, например, дом. Провел новый быстрый интернет. Все. Произошло событие, вы его зафиксировали, все классно. По категории дом у вас что произошло хорошее. Потом написал клиентам, или нахамил, или отказался, или еще что-то. Вы, значит, пишете: настроение очень плохое, причина, например, клиенты, вот, отказался работать,
в грубой форме. И таким образом вы просто собираете все, что у вас произошло в течение дня. Пишите сюда, пишите такие микрозаметки. Потом у вас есть закладочка «Дневник». Когда вы открыли дневник, во-первых, у вас все эти заметки здесь есть. Вы можете отрефлексировать, посмотреть, что у вас сегодня происходило, что у вас будет, и также связанные заметки. Тут же есть так называемая карта настроения. Здесь сейчас всего лишь 2 дня. Я вам сейчас покажу, как это выглядит у меня в реальности, да, то есть вы можете посмотреть, что здесь огромное количество записей, здесь видно, какие хорошие дни, какие плохие дни, когда я часто писал, есть некоторые пробелы, когда, например, я вообще не фиксировал свое настроение. Более того, каждый пункт кликабельный, вы можете прям кликнуть и посмотреть, что конкретно случалось, то был причиной, да, такого хорошего или плохого настроения. И также можно перейти на закладку «Что влияет», чтобы также оценить, какая из областей влияет на вас больше. Цвет можно поменять. У меня красный вроде бы это не очень, да, но мне здесь важно отслеживать, что на меня влияет очень плохо. Чем краснее, скажем так, оттенок, значит, тем хуже оценка. И я просто отслеживаю, что хуже всего на меня влияет, то и краснее. Далее, список постов в работе. Это, собственно, те посты, над которыми вы сейчас прям работаете. То есть у каждого есть какой-то материал, который хотите выложить. Вы или к нему собираете информацию, или снимаете информацию. Например, сейчас я записываю видеоролик, и это будет видео про новый шаблон, например. Я здесь указываю площадку, я его буду выкладывать на YouTube. Сейчас у нас, получается, идет процесс съемки, и формат — это горизонтальное видео. Все, я здесь записал. Я всегда могу сюда зайти и заполнить. У меня здесь структура поста, это уже шаблон. У меня здесь какие-то задачи, которые я могу назначить в рамках этого контента. Например, подсобрать информацию. Подсобрать инфо про GTD, да? И я могу, например, на сегодня ее назначить. И тогда у меня будет задача, вот она, подсобрать инфо по GTD для контента видео про новый шаблон на весь день. Открываю, если бы я это сделал вчера там, или раньше, или даже сегодня, открывая этот дашборд, я сразу вижу и понимаю, что мне нужно вот это. То есть у меня есть задачи, которые в точное время, у меня есть задачи, которые я должен сделать сегодня, но в любое свободное между, допустим, встречами время, и есть задачи, у которых еще хватает сроков до дедлайна. Поэтому я сосредотачиваюсь на том, что экстренно, на том, что имеет первый приоритет, и потом далее по, скажем так, каскадно выбирая приоритеты этих задач. И подходим к самому интересному. Это та самая модель обзора от Дэвида Аллена, но я бы ее больше назвал это или жизненные цели, или так называемые, может быть, горизонты планирования, когда вы от вашей жизненной цели вставляете, допустим, 5-летние, потом годовые, потом квартальные, если необходимо, и месячные цели. Как это работает? Допустим, у вас есть какая-то цель, вот жизненная, да, большая. Это не обязательно, которая до конца жизни, то есть там вам 100 лет, и вы поняли, что вы хотели там что-то. Например, там построить дом. Это может быть достаточно жизненной целью, потому что это большая веха, и это будет какой-то длительный процесс. Например, вы можете и выбирать участок, и строить дом, или выбирать строительную компанию. То есть 1, 2, 3, 5 лет, допустим, да, это может занять до финального обустройства. То есть вы хотите переехать. Там более длительные процессы, такие как иммиграция в другую страну, или, может быть, обучение в университете, или еще где-то. Тоже достаточно амбициозные жизненные цели, которые вы здесь можете написать, например, да, там построить дом. Ну, под построить дом я имею в виду, что построить, обустроить и переехать туда. Соответственно, вот у вас такая есть жизненная цель, вы хотите жить в собственном доме. Все, вот вы когда... Повторюсь, жизненная цель не та, которая к концу жизни должна случиться, а это очень важная цель, которую невозможно сказать в следующем году, если я построю дом. Вы, возможно, построите в следующем году, это бесспорно, так может получиться, но пока вы не знаете, вы просто ее сформировали, и я хочу жить за городом, например, хочу свой дом. Здесь тоже уже есть предустановленный шаблон. Во-первых, вы можете внести описание по Smart. То есть все знают, что такое описание по Smart. Здесь я подготовил уже готовую область, вы просто открыли, записали, чтобы вы сами понимали, точно ли вы хотите. Тут еще также раскрываются заголовки, вы можете посмотреть список вопросов, на которые нужно здесь ответить, чтобы понять, чтобы заполнить эту категорию оценки. Соответственно, везде есть еще подвопросы, отвечаете на них, точнее вот здесь вот ниже, и у вас есть цель по Smart. Вы не просто написали эту цель построить, а прям себе же доказали, почему вы хотите ее
сделать. Возвращаемся на дашборд. И, допустим, вы хотите, чтобы приблизиться к этой цели, вы хотите какую-то поставить, годовую цель. Например, выбрать участок или выбрать и купить участок. Потому что выбор участка достаточно важный пункт, особенно если вам не завтра срочно нужно где-то хоть как-то строить дом, а вы хотели бы выбрать, классное место. Это нужно везде поездить, повыбирать. И вы, в принципе, рассчитываете, что в течение года вы можете объездить ближайшую какую-то область, регион и посмотреть, какие вообще бывают места. Соответственно, вы создаете под цель построить дом, вы создаете под цель, называете, допустим, просмотр окрестностей, областей. Создается цель. Что хорошо, что такая, как при нажатии на кнопку «Создать подцель», подцель создается автоматически сразу в годовую. У нее сразу родительской целью становится вот эта цель «Построить дом», и вы видите какой-то определенный прогресс. Потом, допустим, когда у вас есть годовая цель просмотра окрестностей, вы можете создать еще одну месячную подцель, поехать в определенный поселок или в группу поселков, например, в группу населенных пунктов. Вы создаете еще одну подцель, посмотреть южное направление. Допустим, в какой-то вашей области, поехали на юг. Создается у вас месячная цель. Она попадает у вас вот сюда, то есть фокус месяца. И каждый раз, открывая дашборд, открывая шаблон, вы видите, у меня есть 3 фокуса месяца. Мне нужно посмотреть южное направление, которое является под целью для цели просмотра окрестностей. Мне нужно подписать, договоры еще, это тестовые, скажем так, фокусы месяца я специально внес, чтобы было на чем показывать. И выполняя эту цель, вы можете, во-первых, использовать быструю кнопку плюс 10%. Как это работает? Если вы не знаете, сколько вы хотите только по ощущениям, вы можете просто нажимать, то вы здесь, допустим, прибавляете плюс 10. При этом важно, когда вы здесь прибавляете проценты, эти же проценты прибавляются здесь, и эти же проценты прибавляются здесь. Да, сейчас они равны, потому что, по сути, вот эта цель, она единственная является под целью вот этой цели, а это вот этой. Но, как только у вас для вот этой жизненной цели появится, например, просмотр окрестностей, допустим, создаете еще выбор проекта дома. Какой-то вы хотите проект, допустим, дома решить, а для выбора проекта дома вам нужно найти архитектора. Не знаю, почему с большой буквы, архитектором респект. И теперь это уже цель выполнена всего лишь на 20%. Соответственно, когда вы будете находить архитектора, и здесь будет идти какой-то прогресс, давайте его выпустим, например, на 80%, то, естественно, эту подцель вы выполнили на 60%, как средняя арифметическая вот этих целей. А эти цели, естественно, они из этих расходятся. Можно еще более мелко сделать, или можно ставить еще квартальные цели. Тут уже зависит от того, насколько глубоко вы хотите. Мне пока что достаточно жизненную цель, годовую, иногда квартальную и фокус месяца. То есть, что я буду конкретно делать в этом месяце, чтобы приблизиться к вот этой большой цели. Еще момент про показатели. Здесь есть автоматически. Допустим, у вас посмотреть южное направление. На самом деле вы хотели посмотреть, давайте скажем, 30 поселков. 30 поселков, да, то есть мы меряем достижение цели количеством поселков, которые вы посмотрели. И каждый раз, нажимая 10%, мы здесь будем видеть, что будет прибавляться 3, то есть 10% вот от этой цели. Вы посмотрели 3, нажали, можно и вручную, без проблем, можно сделать, что вы посмотрели 5, потом еще прибавили 10%, и каждый раз будет прибавляться 10% от этой цели, то есть по 3. Да, то есть сейчас вот 20, сейчас будет 23. Пока вы не достигнете цели, допустим, в 30. Все, вы выполнили эту цель на 96,7%. Все круто, молодцы. Статус можно сделать done. Сделали этот статус, все выполнили, все супер. Вот так выглядят цели планирования от больших жизненных до фокуса месяца. При этом фокус месяца дополнительно выносится вот сюда. Что здесь еще интересного? Давайте я покажу, как работать с проектами и с клиентами. Здесь реализована очень крутая
CRM-системой работа с документами, если вы фрилансер, если вы четко хотите отслеживать все документы, платежи, просто использовать Notion как хранение документов, то здесь также это все реализовано. Во-первых, здесь есть классическая воронка, когда к вам заходит клиент и проходит по некоторым этапам до заключения договора. То есть пока договор не заключен, человек, который проявил интерес, или компания, которая проявила, это всего лишь потенциальный клиент или лид, с которому нужно отправить коммерческое предложение, созвониться, может быть и не раз. И только когда вы заключили договор, уже он может считаться клиентом. Соответственно, как здесь это работает? Попадает к вам входящий лид, да, кто-то к вам обратился. Вы здесь создаете карточку, называете это супер классная компания. Вот они к вам обратились. Сюда можно добавить информацию автоматически. Повторюсь, что вы можете вынести эту область себе, допустим, на дашборд. Вот здесь у вас есть классная статистика. Если у вас много клиентов и они часто к вам обращаются, вы здесь можете видеть такую небольшую статистику входящих лидов, какому количеству клиентов вы готовите, допустим, коммерческое предложение, сколько положительные решения и отрицательные. Соответственно, у вас появился лид, вы перевели это в первый контакт. Здесь, допустим, что-то пишете, там, договорились созвониться. Соответственно, здесь вы можете писать все, что у вас было, все, что вы там о чем-то договаривались, сделали. Более того, вы можете это делать сразу в заметке. То есть, если вы сделаете здесь новую страницу, это новая заметка, допустим, итоги встречи, итоги первой встречи. Вы здесь уже видите в области все, что связано, уже привязан этот новый клиент, суперклассная компания. И вы здесь можете писать все, что у вас происходило, транскрибацию, может быть, вашего разговора, какие-то предварительные файлы договоренности. Все это можете сделать в итогах встречи. Соответственно, у этой компании, у этого клиента в закладке заметки всегда будут заметки. Более того, сейчас на секундочку вернуться на дашборд, буквально на секундочку, да, то мы увидим, что здесь есть итоги этой встречи, и если мы откроем журнал, то также видны итоги этой встречи, и видно, что есть связь с супер классной компанией, которая только что к вам обратилась. Теперь возвращаемся сюда. Допустим, вы договорились, что готовите КП, подготовили все КП, все классно, отправили КП, да, и тут меняется статус, и вы понимаете, скольким компаниям отправили КП, скольким подготовили. Более того, вся история статусов хранится здесь. Здесь видно, когда произошло событие и сменился какой статус на какой статус. То есть сходящего лида на первый контакт, с первого контакта на подготовку КП, с подготовки КП отправлено. Видно время, когда это было, когда смена статуса произошла. То есть вы можете даже отслеживать, когда вы отправили и сколько дней прошло, допустим, до какого-то ответа. И здесь есть положительное решение и отрицательное решение. То есть если отрицательное решение, здесь они так и остаются, складываются. При этом вот именно в этом представлении хранится карточки только за последние 60 дней. Если нужно все посмотреть, они будут здесь на закладке все. Если, соответственно, положительное решение, окей, вы складываете сюда положительное решение. Это означает, что нужно подготовить договор. Подготавливаете договор, подписываете любым способом. И как только вы переводите сюда договор подписан, автоматически происходит автоматизация. Клиент отсюда, карточка клиента отсюда исчезает и поступает вот сюда, где написано супер классная компания, в область активные клиенты. Все есть уже, она уже становится активной, уже вся информация здесь по работе есть. Теперь мы можем создавать проект. С нашей супер кнопкой навигации мы можем пройти в проекты. Можем это сделать с дашборда, можем сделать из базы проекта. То есть все базы связаны из любого места, сделать в любом месте проект, который нужно. Создаете новый проект, будем делать классная работа для классного клиента. Да, то есть у нас статус уже в работе, потому что почему нет, договор подписан. Сроки проекта у нас считаются автоматически, время затраченное у нас считается автоматически, тип работ мы выбираем. Это абсолютно все меняется, двигается, удаляется, переделывается под вашу нишу. Можно написать дополнительно комментарий, если нужно конкретно к этому проекту. Давайте я вот так вот его открою. Соответственно, здесь можно... Выбираем здесь нашего клиента, который вот супер классная компания. И дедлайн проекта тоже считается автоматически по тем задачам, которые есть. Также важно указать сумму договора, и здесь видно еще долг. Какие особенности? Во-первых, здесь есть галочка «Считать эффективность». Считать эффективность — это означает, что все деньги, которые заплатил вам клиент, будут поделены на часы, которые вы затратили фактически, и будет показано,
эффективно вы работаете или неэффективно. Как считается эффективность? Вы указываете, сколько стоит у вас час планово. Например, вы хотите получать 3000 рублей в час по итогу. Вы указываете 3000 рублей в час планово, ставите галочку «Считать эффективность», и каждый раз, считая работу над задачами, все это, сумма всех этих времен будет складываться в срок работы над проектом. Вот. Далее нужно определиться, как вы ведете документооборот. Бывает так, что вы пишете сразу сумму контракта прямо в договор. Бывает, что у вас рамочный, допустим, договор. Составляете договор, и у него есть приложения, в которых вы описываете работы, да, и у вас к каждому приложению потом идет счет и акт, который это закрывает. И в зависимости от того, как вы хотите считать сумму договора, если она у вас конкретно прописана в договоре, вы ее прямо здесь и пишете, например, 100 тысяч рублей, да, тогда у вас 100 тысяч рублей сумма договора, сразу статус оплаты подсвечивается, что оплачено 0 и так далее. Если вы хотите считать по документам, например, по приложениям, вы составили рамочный договор, и каждая работа у вас считается в приложении, тогда вам необходимо, во-первых, создать здесь новую страничку, назвать договор. Это в том числе полезно для того, чтобы вести, в принципе, документооборот. Вы создали договор, указали, что это договор. Сумму документа мы не прописываем, потому что у нас сумма документов будет в приложениях. Статус документа у нас подписан, дата сама поменяется, и можно приложить файл. Это фактически скан-копию подписанного, чтобы он у вас был на всякий случай. Далее, получается, раскрываете. У нас к каждому договору будут приложения. То есть, допустим, приложение 1. Приложение 1, это у нас будет приложение, и сумма документа у нас на 50 тысяч, то есть часть работы у вас будет на 50 тысяч. Приложение у нас тоже подписано. И также можно приложить файл. Как только вы приложению указали сумму, эта сумма становится также в сумму договора. Потом по этому договору у вас есть еще какое-то приложение, да, какие-то другую работу, или потом делаете. Так как это рамочные, вы можете, в принципе, продолжать по одному договору, делать много-много приложений и далее оказывать работы. Ну, допустим, на 40 тысяч, да, вот вы на 40 тысяч. Тоже у нас подписан, тоже можно, соответственно, файл приложить. И мы видим, что у нас стоимость проекта по документам, а у нас считать по приложениям, да, по приложениям у нас 50 и 40, 90 тысяч, долг 90 тысяч. Потом каждому приложению мы делаем счет, потому что его нужно оплатить. Мы делаем счет, пишем здесь, что это у нас счет, и сумму ставим такую же. 40 тысяч, и пока что, допустим, отправлен. Также можно приложить файл самого счета, который вы отправили. И здесь тоже у нас будет счет. Это у нас будет первый, тоже будет счет, сумма 50 тысяч, и тоже, допустим, он отправлен. Все, вы все отправили, вы все молодцы, составили, начинаем работать. Что делает клиент дальше? Он дальше оплачивает этот счет. Соответственно, как только вам поступили деньги по приложению 1, вы тут вместо «отправлен» пишете «оплачен». И сейчас происходит магия. Сейчас в базе финансов создастся запись, что вы получили входящий платеж от этого клиента на 50 тысяч рублей. Вот здесь поменялось, что оплачено 50 тысяч рублей автоматически. Долг по этому договору стал сразу 40 тысяч, потому что из 90 тысяч, которые подписаны по приложениям, на 50 тысяч оплачено, 40 осталось. И это все в рамках вот этого одного договора. Вы можете открыть и посмотреть по каждому приложению счет. Сделали работы вот по этому оплаченному, приложили сюда акт выполненных работ, назвали это просто акт. Почему это интересно называть? Потом можно отсортировать по типу документов. Например, вы хотите посмотреть все договора или все акты, или все счета ранее выставлены этому клиенту, вообще в целом выставленному. Вот здесь можно не указывать сумму, если принципиально можно указать, и также можно приложить сам акт. Клиент подписал акт выполненных работ, приложили файл, и всегда эта информация привязана к этому проекту, этот проект привязан к этому клиенту. И у одного клиента может быть несколько проектов, в рамках одного проекта вы можете вести несколько приложений типов работ. Давайте мы пойдем в базу финансы через нашу супернавигацию и посмотрим, как у нас там создалась. Вот мы видим, что у нас есть входящий платеж, счет 1 на сумму. Поступила сегодня. Проект «Классная работа», и у нас добавился клиент «Супер классная компания». И это все сделалось автоматически только потому, что вы отметили галочку о том, что счет оплачен. И каждый раз, когда у вас будет оплачен счет, здесь будет автоматически проводиться входящий платеж. И вам, по сути, если вы работаете с клиентами по
по договорам, по счетам. Вам не нужно даже вручную вносить каждый раз здесь, заполнять какие-то события. Вы просто изначально указываете в проектах, что вы выставили счета, потом отмечаете счета оплаченными, и здесь собирается вся информация по оплатам. И раз мы уже дошли до базы финансы, давайте сразу ее тоже разберем. Финансовая статистика, она заточена на персональное использование. Соответственно, здесь есть категории. У категории есть бюджет и есть возможность добавить расход и доход, в том числе вручную, и видеть статистику. Как это работает? Соответственно, у нас есть бюджет. Бюджет можно установить абсолютный или относительный. Абсолютный — это когда вы знаете, что на супермаркеты вы хотите тратить, допустим, 50 тысяч. Не знаю, там у вас 10 тысяч есть на кредиты, 10 тысяч на коммунальные услуги, допустим, 12 тысяч на бензин. А вот, допустим, с электроникой вы хотели бы себя баловать какими-то классными девайсами или устройствами в зависимости от того, сколько вы заработаете. И вы пишете тут 2%. Соответственно, сумма посчитается автоматически, потому что мы всего заработали 50 тысяч, и 2% от 50 тысяч — это 1 тысяча. И, например, на налоги, да, то есть вы платите налоги, допустим, 6%, вы автоматически ставите здесь 6, для того, чтобы вы примерно могли понимать, что вы заплатите вот столько-то от вот этих входящих платежей, если все, конечно, вы проводите все по-честному, работаете. Остальные можно поставить как хотите, тут абсолютно не принципиально. Соответственно, у нас есть затраты. Там, где бюджет не указан, то нет графика достижения его. Где бюджет указан, соответственно, будет заполняться график. Вы можете внести хоть здесь, купили что-то, сумму написали, купили за 100 рублей хлеб. Ну, то есть за 1000 рублей купили продукты. Еще сходили в магазин, еще там на 1500 заказали. Заказали курьерскую доставку, там еще что-то. Пришла счет за коммуналку, допустим, из бюджета за 10, в этом месяце оказалось, что у вас там, допустим, 8900. Все, вы молодцы. Добавим сюда 20 тысяч. Заполняя таким образом расходы, мы сразу видим определенный график, насколько вы приближаетесь к вашему бюджету, который вы же сами и запланировали. То есть у вас здесь есть расходы в текущем месяце, у вас есть доходы в текущем месяце, есть график, здесь видно, на что вы потратили. Если мы, допустим, потратили на еду вне дома, там один раз купили кофе, потом на следующий день там купили, допустим, кофе, потом у вас какой-то, может быть, бизнес-ланч случился, и вы видите по категориям здесь какие-то расходы. То есть вот на супермаркеты столько-то, на коммунальные столько-то, это столько-то. И мое супер специальное предложение. Я хочу сделать небольшое промо, или, так сказать, подарок. Расходы вношу в автоматическом режиме в сочетание быстрой команды для iOS плюс автоматизация в Нейтане. Как это происходит? Я просто запускаю команду в телефоне, говорю, что и когда мне нужно купить. Давайте я могу даже продемонстрировать. Я могу сказать сейчас хлеб 300, например. И эта информация улетает в Нейтан. Для этого не нужен VPN, для этого вообще ничего не нужно подключать отдельно. А срабатывает автоматизация, которая разделяет сумму, то есть она понимает сумму, и что это за вид расхода. Ищет в вашей базе, вашей конкретной базе, вот в этой, нужную категорию расхода и сопоставляет ей. Если не сможет, то положит в без категории. Но пока не было промахов. Соответственно, я просто при расходе запускаю, говорю, хлеб 300, кофе 450, там бензин 450, бензин 3000. Какой-нибудь сервис, СТО, любые покупки, расходы, коммуналки, все это записывается в один клик. Опять же, мне не нужно тратить время на поиск, где мне это записать, или мне не нужно тратить время на выбор категории. Автоматически будет выбираться только те категории, которые есть у меня. То есть у меня такие, если у вас другие, если у вас есть особенная категория, еще какая-то, вы можете абсолютно сделать любой список, и автоматизация будет понимать, что тип расхода хлеб, она идет в супермаркеты. Тип расхода там кофе на вынос или кофе, допустим, в кафе, это еда вне дома. Если это слово бензин, заправка, СТО, там еще что-то, это относится к автомобилю. В один клик моментально это уходит, и вам даже не нужно каждый раз открывать шаблон или в телефоне, или Notion запускать, чтобы фиксировать свои расходы. Так и вот, я хочу предложить первым нескольким покупателям шаблона абсолютно бесплатно на своем сервисе Neйтан, на своем сервере, для вас лично запустить автоматизацию, чтобы вы попробовали, проверили, как это работает, длительностью на 1 год.
То есть в течение года вы абсолютно бесплатно, ничего не платя, используя только голосовой ввод в один клик, вносите свои расходы просто голосом. Это помимо того, что уже есть отдельно Telegram-бот, куда вы в принципе все можете вносить голосом, прикладывать файлы, изображения, пересылать сообщения и писать задачи. Вот такое акционное приложение. Если вы приобрели шаблон, у вас iOS-устройство, и вы хотели бы голосом вносить расходы, дополнительно просто напишите мне в Telegram с подтверждением покупки, и я с вами свяжусь, и мы с вами потратим какое-то время на организацию этой автоматизации. Пока что я не успеваю рассказать про Content Hub, но он ничем не отличается принципиально от того, как был в первой версии. Вот, поэтому, если вам важно посмотреть, как работает Content Hub, как работать с созданием постов, контента, я тогда вас попрошу пройти в мое предыдущее видео, также оставлю ссылочку на него в описании, чтобы вы прямо на него могли пройти, прямо уже с тайм-кодом, и посмотреть, как работает Content Hub. По нему никаких не было изменений. Вот такой получился шаблон, такие вот получились обновления. Если есть вопросы, вы можете спрашивать. Можете также написать мне в личку в Telegram. Я также провожу короткие демо-сессии, где могу показать, как конкретно работает та или иная функция перед покупкой, чтобы вы убедились, что шаблон покрывает полностью ваши ожидания. И провожу полноценные консультации, как начать работать в Notion, что это вообще за система, какие-то, может быть, азы, в том числе разработку и доработку уже ваших существующих пространств, существующих ваших конфигураций. Могу настроить автоматизацию в Nathan на абсолютно, наверное, практически любую автоматизацию, на любое действие. На этом все. Спасибо. Пока-пока.